Axelar. Последние новости и подробности токен-сейла. Axelar – платформа, созданная, чтобы связать между собой разные цепочки данных. Она позволяет разработчикам DApp и создателям блокчейн-экосистем получать массу новых возможностей. В частности, благодаря Axelar становится возможным создание удобных для пользователя мультивалютных приложений и быстрый обмен токенов без их прямого конвертирования. Разработчики платформы открыто говорят о недостатках, которые есть у других децентрализованных систем для интеграции, и борются с ними, создавая более удобные и эффективные инструменты для работы с данными. Основные новости. Команда проекта регулярно рассказывает в своем блоге о планах по его развитию и предстоящих мероприятиях. На конец января был назначен запуск децентрализованного приложения Satellite на базе Axelar с открытым кодом, и уже в начале января разработчики сообщили о следующем важном шаге на пути к Web3. Они рассказали, что на февраль 2022 года запланирован запуск общедоступной основной сети, которая будет совместима с Ethereum, Avalanche и Terra. Это означало, что разработчики приложений смогут создавать новые DApp, используя API и Axelar SDK. Примером такого приложения и стал запущенный в декабре проект Satellite. Разработчики также заявили, что в планах интеграция с Polygon, Moonbeam, Polkadot, Cosmos, Pangolin Exchange и другими крупными блокчейн и парачейн проектами. 26 февраля разработчики сообщили о предстоящем переносе активов Terra в цепочки EVM с помощью Satellite. Они рассказали о планах по интеграции новых блокчейнов и поделились схемой переноса, которая актуальна при движении активов в обе стороны. Они также сообщили о необходимом минимуме, позволяющем обычным пользователям осуществлять перенос. Среди них браузерное расширение кошелька KEP-LR с внедренной в него сетью Terra. Подробная инструкция по созданию потока доступна каждому пользователю, ссылочки на нее я оставлю в описании под видео. Спустя месяц, 26 декабря, состоялся запуск одного из первых экосистемных приложений Satellite. Оно стало своего рода образцом для новых DApp, и разработчики продолжают создавать приложения на базе Axelar. Теперь, когда мир увидел его возможности, впереди много работы по совершенствованию протоколов и поиску новых решений, которые помогли бы сделать проект лучше. В начале февраля на прошедшем в Twitter AMA разработчики рассказали о Pangolin. В его рамках генеральный директор Pangolin Джастин Троллип рассказал: DEX теперь может предлагать пользователям глубокую ликвидность, позволяя им легко передавать активы, не полагаясь на внешние мосты. Этот переход к бесшовному взаимодействию делает платформу еще эффективнее и безопаснее. Более того, позволяет открыть доступ к новым ресурсам на Pangolin немного быстрее, не создавая тяжелые сторонние решения. Это приводит к улучшенному UX и более высокой устойчивости к простоям и атакам. Сотрудничая с Axelar, Pangolin становится первопроходцем в новой экосистеме с высокой конкурентоспособностью. Она может стать одной из первых бирж, позволяющих клиентам совершать транзакции и взаимодействовать в нескольких сетях без каких-либо препятствий. 15 февраля стало известно, что платформа объявила о завершении раунда финансирования серии B на сумму $35 миллионов. Ее рыночная стоимость после его окончания превысила $1 миллиард. В числе крупных инвесторов были замечены Dragonfly Capital, Polychain Capital и North Island Ventures. Собранные средства пойдут на дальнейшее развитие сети. Это хорошие новости для тех, кто сомневался, стоит ли вкладываться в ее активы. Наконец, 8 марта разработчики представили внутренний токен сети AXL. О старте его продаж было заявлено еще 3 марта, а позже они решили познакомить пользователей с его основными характеристиками. AXL – именно тот актив, за счет которого становится возможной децентрализация платформы. Он также обеспечивает стабильность, безопасность, рост экосистемы и ее долговечность. Фонд Axelar также опубликовал пост, где подробно рассказывается о его токеномике.
О сейле 9 марта. 3 марта разработчики сообщили, что через 6 дней начнутся первые свободные продажи внутреннего токена платформы, а зарегистрироваться можно будет до 7 марта. Купить токен на Accel можно было с 9 марта. Стоимость токена на открытых продажах составлял ровно $1. Минимальная сумма покупки для рядовых пользователей составляет $100, а в совокупности одному человеку можно потратить на Accel не больше $750. Уже известно, что купленные в рамках мартовской продажи токены разблокируются примерно 11 мая 2022 года, после чего будут в течение 9 месяцев выпускаться линейно. Сообщество опасается, что владельцы токенов, сумевшие приобрести их по сниженной в 35 раз цене на приватных продажах, могут уронить цену. Однако в действительности причин для беспокойства нет. Доступ к предварительным продажам был только у фондов с хорошей репутацией, которые никогда не были замечены за подобной деятельностью. Обычно они придерживают токены, которые смогли купить на приватных продажах. 1/9 часть токенов для людей, принявших участие в сейле, будет выпущена 11 мая, а дальше последует еженедельная линейная раздача по 1/104 всех токенов. Речь идет обо всех инвесторах, вне зависимости от даты приобретения токенов. Все активы пользователей будут разблокированы в течение 2 лет к 2024 году. Что касается активов команды, на их разблокировку уйдет в 2 раза больше времени. Как всегда, на CoinList был ажиотаж из очередей, среди которых, я уверен, были и мультиаккаунты. Но следует учесть, что более 30 тысяч человек получили шанс зайти в сейл по приоритетной очереди. И это при общей сумме участников в 66 тысяч человек при условии полной аллокации. Возможно, это небольшой плюс, хотя приоритетки также продавались на черном рынке. В конце хочу сказать, что хочется верить, что уже скоро появится немало разработчиков, которые смогут создавать удобные и функциональные децентрализованные приложения на базе Axelar, приближая тем самым наступление новой эры Web 3.